Привет, друзья! Сегодня я покажу, как приготовить невероятно вкусный шоколадный торт Чокопай. Этот десерт напомнит вам любимое лакомство. Это нежный и влажный бисквит с прослойкой нежного, как облако, суфле. Но когда вы готовите дома с любовью, он станет еще нежнее и аппетитнее. Готовится просто, а результат – настоящий шедевр. Давайте начнем. Приготовление шоколадного влажного бисквита я сняла отдельное видео. Ссылку на видео я оставлю в описании к видео. Также вы можете увидеть это сверху. Вы можете найти на моем канале другие варианты бисквитов в разделе «Бисквиты». Бисквит на кипятке очень влажный и очень сочный для данного торта. Я не рекомендую хранить в холодильнике, а использовать сразу для приготовления. Теперь перейдем к крему суфле. Для этого нам понадобятся следующие продукты. 140 грамм белка, это примерно от 4 яиц среднего размера, весом каждое яйцо без скорлупы примерно 50 грамм, 1 чайная ложка ванильной эссенции, 200 грамм сахара, 50 миллилитров воды, 1/4 чайной ложки лимонной кислоты, 10 грамм желатина, я использую 220 блюм, 5 столовых ложек холодной кипяченой воды. Желатин заливаю холодной кипяченой водой, 5 столовых ложек, и даю разбухнуть желатину. Желатин у меня 220 блюм. Оставим желатин в стороне набухать. Теперь перейдем к белкам. Одновременно, когда будут взбиваться наши белки, я буду готовить сироп. В чашу для взбивания выливаю белки 140 грамм комнатной температуры и добавляю ванильную эссенцию 1 чайную ложку. Чаша для взбивания и ветчик должны быть обезжиренными и сухими, иначе белки будут плохо взбиваться. Сначала начнем варить сироп для суфле. В кастрюлю с толстым дном добавляю 200 грамм сахара, наливаю 50 миллилитров воды, ставлю на плиту средней температуры. Жду, когда сироп закипит и еще проходит 1 минута, только тогда включаю миксер, чтобы взбить белки. Когда температура сиропа будет 110 градусов по Цельсию, добавляю половину чайной ложки лимонной кислоты. Ждем, помешивая сироп, когда температура достигнет 118 градусов по Цельсию. Сироп готов. Снимаю с плиты и тонкой струйкой вливаю белки, не останавливая миксер, и взбиваю до тех пор, пока белки станут устойчивыми. Примерно 4-5 минут взбивались белки. Желатин я растопила в микроволновой печи. Вливаю в белки, не останавливая миксер. Взбиваю примерно 1-2 минуты. Все, наше суфле готово. Посмотрите, какое оно воздушное, глянцевое, не должно падать с лопатки. Перекладываю в кондитерский мешок. Пришло время для сборки торта. Делаем это быстро, пока наше суфле не застыло. Бисквит я разрезала на 4 коржа. На дно кольца я кладу корж, коржи не пропитывают, так как бисквит очень влажный. И делаю слой суфле. Разравниваю ложкой, чтобы не осталось воздуха. Снова кладу корж и так делаю еще 2 раза. Последним кладу корж и отправляю в холодильник на 2 часа. Суфле быстро застывает, поэтому 2 часа это вполне достаточно. Теперь приготовим глазурь. Для этого нам понадобится 200 грамм шоколада, 40 грамм сливочного масла, 30 грамм рафинированного растительного масла без запаха. Нужно растопить шоколад на водяной бане. В сотейник наливаю немного воды, ставлю на плиту, постоянно помешивая. Будьте внимательны, чтобы в шоколад не попала вода, чтобы шоколад также не перегрелся, иначе он может свернуться. Добавляю сюда растительное масло и сливочное и тщательно перемешиваю. Растопленным шоколадом поливаю торт. Глазурь получается достаточно густая, поэтому лопаткой помогаю распределить по поверхности и по бокам торта. С помощью ложки делаю такой орнамент.
торт ставлю в холодильник застывать примерно на 1 час. Теперь можно украсить по вашему желанию. Я же украсила ягодами ежевики, так как торт я готовила на день рождения своей свекрови, поэтому добавила еще цифры. Но вы можете украсить на свое усмотрение. Наш невероятно вкусный, нежный шоколадный торт Choco Pie готов. Нам очень понравился торт. Насыщенный, влажный бисквит, легкий воздушный крем просто тает во рту. Он идеально подойдет для любого праздника и просто для уютного чаепития с близкими. Обязательно попробуйте приготовить его дома и порадуйте своих родных. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, как у вас все получилось. Спасибо, что были со мной. До новых встреч в следующем видео.